Привет! Для начала информация для тех, кто только смотрит мои видео здесь, а не подписан на меня ни в Инстаграме, ни на мою рассылку ВКонтакте, на которую я, кстати, советую вам подписаться. У меня сейчас все мое время отнимает учеба. У меня последний 5-й курс, диплом, и выпускать видео в том же режиме, что я делала раньше, у меня физически просто нет возможности. Но я очень жду момента, когда я смогу все свое рабочее время тратить на канал и проекты, связанные с ним. Ну а пока так. Поэтому и сегодняшнее видео получилось не супер особенным, но зато очень залипательным. Я наконец-то добралась до силиконовых форм для блокнота. Как всегда, все начинается с того, что я замешиваю смолу по инструкции в силиконовом стаканчике. Стараемся использовать меньше одноразового пластика. В видео я использую еще свой старый силиконовый стаканчик, который вырезала вот из такой кулинарной формы. Ну а сейчас в продаже стали появляться, мне вот буквально на днях пришел, специальные силиконовые стаканчики для замешивания смолы. Есть еще, кстати, мисочки для окрашивания смолы, которые тоже мне очень нравится использовать, очень удобно, потому что вы в них смолу замешали, когда она там затвердела, вы ее просто вынимаете, и у вас вновь чистый стаканчик, который можно использовать еще раз. Оставляю смолу для выхода пузырьков. Многие зарубежные мастера заливают вот такие бусинки с буквами в свои изделия, и я тоже решила это попробовать. Тем более, что на Beds3 есть весь алфавит в золотом цвете, и эти буковки очень красивые. И я была не супер оригинальна и стала выкладывать свое имя. Здесь надо быть очень внимательными и выкладывать буквы так, чтобы они на лицевой стороне были в правильную сторону. Кто молодец, наверняка заметили, да, что я была не очень внимательна. Чтобы вдруг у меня буквы не расплылись от того, что я буду заливать смолу, я быстренько зафиксировала их капельками УФ-смолы и закрепила ее УФ-светом. Да, кстати, я заказала себе еще вот такой набор спиртовых чернил, и как раз таки тут и решила их попробовать. Если не видели, обязательно посмотрите мое первое видео про шаманские танцы красок в смоле. Очень длинное название придумала, но оно мне очень нравится. В общем, посмотрите обязательно то видео. Я просто аккуратно выливаю эпоксидную смолу, буковки никуда не двигаются, и берусь за чернила. Сначала я решила использовать только зеленый, который становится синеватым, к сожалению, золотой и, конечно же, белый, потому что без белого не будет того самого волшебного эффекта чашки Петри. А вот уже ниже я стала добавлять другие цвета, которые как раз вам и показала в начале. У меня осталось довольно много смолы, и я решила залить ею другие маленькие силиконовые формы, которые у меня были под рукой. Это просто магия. Как вы заметили, кстати, в единорога я решила не добавлять белый цвет, чтобы посмотреть и показать вам, конечно же, как это будет выглядеть без него. И, конечно же, я не могла не снять макро.
Что из этого получилось? Видите вот эту букву, да? Видите, что все перевернуты, а вот это ровно стоит, да? Что это дает? Да, верно. У меня получилось Вошериша. Вошериша! Как можно было так ошибиться? Если бы не это Вошериша, обложка была бы идеальной. Получилось супер красивое сочетание цветов и их расположение. А точно так же теперь в этой технике не сделать, потому что все работы получаются уникальными. Теперь посмотрим фигурки. Из таких заготовок получатся классные брошки. Особенно интересным получился Пегас, в который я не добавляла белые чернила. Но я решила не останавливаться на этом, как всегда, собственно, и попробовать залить еще раз обложку блокнота, используя те же буковки и чернила. Тут я скрепила буковки отдельно от формы, глядя на их лицевую сторону, чтобы уж точно не ошибиться. Вот можете заметить, тут есть капельки смолы, но думаю, потом их не будет видно. И просто положила их в форму вверх ногами. Кстати, да, форму я уже залила смолой и положила буквы прямо в форму, то есть прямо в смолу. А дальше берусь за те же самые цвета чернил.
Вот что из этого получилось. Верхняя часть обложки вышла примерно такой же, как и в первую попытку, а вот низ немного отличается. Задняя обложка получилась просто с буйством красок. Это словно какие-то взрывы цвета. А внутри я не хочу ничего делать, как-то закрывать эти узоры, не, потому что они тоже выглядят необычно. Для наполнения этого блокнота я купила вот такие листочки. Есть линовка по неделям, по месяцам, в точечку и для списка дел. И можно на свое усмотрение вставить разное количество нужных листов. Теперь, что касается колечек. Тут я решила, что больше подойдет цвет под античную бронзу. Они вот так вот закрываются и будут соединять все элементы блокнота. Соединяю все, и тут важно все удержать. И закрываю колечки. Та-дам! Получилось забавно. Я не сильный фанат такого формата блокнотов, потому что для меня эти кольца великоваты и слишком массивная обложка, а мне важнее практичность, то есть чтобы мой ежедневник везде помещался. Но если это настольный ежедневник или если это вообще творческий блокнот, где вы хотите делать какие-то объемные аппликации, рисунки на плотной бумаге, короче, для артбука, по-моему, формат просто шикарный. Потому что еще можно взять свои какие-то листы, будь то закофеваренные или затонированные, или вообще бумагу любой плотности, любого цвета, продыроколить и вставить туда, и это будет супер творческий блокнот. Ну и факт того, что можно сделать вообще любую обложку из смолы в рамках формы, это вообще супер же. И да, без макро, конечно же, никуда. Смотрите фотографии в Инстаграме потом. И тут я сама, глядя на эти просто неземные разводы, я придумала конкурс. Я хочу разыграть 3 вот эти единственные и неповторимые брошки из этого видео. Ваша задача состоит в том, чтобы сделать скрин любого макрокадра из этого видео и дорисовать его. Дорисовывать вы можете как угодно. Вы можете использовать это просто как фон, или вы можете дорисовать именно какие-то элементы там из того, что есть, как угодно. Если вы не умеете рисовать на планшете или компьютере, это не страшно, вы тоже можете принять участие в этом конкурсе. Просто ту картинку, которую вы заскрините, вы можете распечатать и дорисовывать ее любыми материалами. Хоть смолой залейте, делайте с ней что угодно. Выставляйте свои работы в Инстаграме с хэштегом макромирмашириши и отмечайте мой аккаунт. Все подробности, все прописано в описании к этому видео. Пожалуйста, прежде чем задавать какие-либо вопросы, ознакомьтесь с тем, что написано в описании. Я уверена, там уже есть ответ на ваш вопрос. А если нет, то, конечно же, задавайте. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Жду вашей работы в Инстаграме. И вот так вас люблю. Пока.